Что для вас красота? У всех представления о красоте разные, и вещь эта весьма субъективная, что меняется от человека к человеку и от поколения в поколение. Но по-прежнему так тяжело встретить парня или девушку, которых бы полностью устраивала своя внешность и тело. Ведь тяжело недооценивать влияние соцсетей на формирование наших внутренних стандартов. Внешность не главное, скажете вы, но голая статистика беспощадна. У людей привлекательных статистически чуть больше шансов на успех в карьере. Они больше получают, у них больше половых партнеров и всякое такое. В общем, повезло, как скажут некоторые. Но красота – это не только про удачную генетику, а ведь свою привлекательность нужно еще и сохранить, мы молоды не вечно. Красота – это навык, включающий в себя огромное количество ежедневных привычек и действий, определенной рутины и стиля жизни, который нужно сформировать. Именно об этом я сегодня вам расскажу. Но кто такой красивый человек? Объективной картины нет, тенденции меняются и за ними тяжело уследить. Так, например, в эпоху Возрождения красотками считались пышные дамы, а в наше время предпочтение дается здоровой естественности. Но, как бы ни менялось время, вкусы все равно у всех разные. На это влияет история, культура и окружение. Понять, какой человек кажется нам красивым, несложно, ведь смотря на красивого человека, у нас задействуется система вознаграждения. Нам просто приятно, и заглядываемся мы на него дольше обычного. Но вкусы у всех разнятся. Хотя и есть что-то общее. Гетеросексуальные мужчины отдают предпочтение феминным девушкам, а девушки отдают предпочтение мужчинам с преобладающими мужественными чертами. В общем, классика. Но речь в видео пойдет не про соответствие вымышленным стандартам. Красота есть везде, и она уникальна. Каждый выбирает свое, такова моя философия. В моем стиле жизни я исхожу из того, что нравится мне, и акцентирую внимание на том, что полезно для тела и здоровья, а не то, что навязывается и популяризируется в сети или культуре. Так как сделать себя красивым? Начать стоит со сна. Это самый главный фундамент. Если вы плохо или мало спите, о красоте можете забыть. Это ускоряет старение, вредит внутренним органам, появляется регулярная отечность и все вытекающее. Стабилизируйте свой режим и ложитесь всегда в одно и то же время, избегая источников синего света вроде телевизоров, мониторов и экранов телефонов как минимум за час до сна. Ну или хотя бы включайте ночной режим на своих устройствах. А лампы используйте с возможностью включения красного света и с наименьшим мерцанием. Так глазам будет легче. Ложиться следует до полуночи, спать в проветриваемом темном прохладном помещении и спать от 6 часов. А кому-то нужны все 9, тут уже индивидуально. Главное, стабильно соблюдать режим. В идеале спать без будильника, так психике проще. Но если проснуться нужно ко времени, используйте спокойные мелодии. А лучше будильники по фазам сна с вибрацией на, например, умных часах или браслетах. А чтобы проще просыпаться, купите настольные часы с имитацией рассвета или просто дешевую умную лампочку. Именно имитация солнечного света помогает организму подготовиться к пробуждению и проснуться естественным путем. Особенно это полезно в зимний период. Это поможет сразу просыпаться энергичным и иметь больше энергии в течение дня. И вы задумывались, насколько такие технологии упрощают жизнь? Например, будильник, который сам рассчитывает фазы сна, часы, которые измеряют пульс, время и даже качество сна. Но этого ничего бы не было, не будь грамотных специалистов, которых сейчас сильнейший дефицит. А потому с каждым годом растут их зарплаты и условия труда, вроде удаленки, социальных пакетов и льгот. Думаю, каждый из вас хотел бы иметь такую же перспективную профессию, дарующую уверенность в завтрашнем дне. И сфера тому IT. Если вы давно хотели попробовать себя в этой сфере и выбрать профессию по душе, то вам поможет курс IT-специалист с нуля от онлайн-школы Skill Factory. На курсе есть четкий план. В первые 2 месяца курса ты попробуешь себя в 9 самых востребованных сейчас направлениях в IT. И что важно, они разные. Если нравится копаться в коде и решать трудные задачи на логику, я бы присмотрелся к разработке на Python. А если ты всегда видел себя в роли руководителя, который управляет всем проектом, тебе точно в Project Manager. Дальше ты решишь, что же тебе нравится больше всего и погрузишься в профессию с головой. Получишь нужную теорию и отработаешь знания на практике, решая задачи от крупных компаний-партнеров. Кстати, они потом пойдут в твое портфолио. А если возникнут трудности, рядом будут опытные менторы, которые готовы разложить все по полочкам. К концу обучения опытные IT-рекрутеры из карьерного центра школы помогут найти работу. А если после обучения работу ты не получишь, школа вернет деньги. В общем, если хочешь профессию, которая сочетает в себе хорошую зарплату, удобный график работы и востребованность по всему миру, переходи по ссылке в описании или сканируй QR-код на экране. И используй промокод Альберт, чтобы получить скидку в 45% на курс, и врывайся в мир IT. Ведь Skill Factory учат тех, кого берут на работу.
Свое утро я начинаю со стакана слегка теплой воды, а потом еще с одного с различными добавками натощак. Ополаскиваю лицо холодной водой, делаю дыхательную гимнастику и приступаю к утренней разминке и кардио средней интенсивности, что занимает у меня обычно полчаса и сразу дает мне энергию. Но о спорте и добавках позже. И да, без телефона в первые полчаса. Далее я приступаю к уходу за лицом и полостью рта, что невероятно важно. За время носки брекетов я усвоил множество полезного. Во-первых, щетку или насадку необходимо менять хотя бы раз в 3 месяца. Ее щетинки должны быть мягкие, и у вас должно быть их несколько. Одна ультразвуковая или обычная мягкая с качественными щетинками, вторая монопучковая для очистки труднодоступных мест, зубная нить, скребок для языка, о котором большинство забывают, а также ополаскиватели без спирта. И заключительным этапом ирригатор, особенно перед сном. Зубную пасту тоже нужно выбирать с умом. И лучше переплатить за хорошую, чем тратить деньги на непредвиденное лечение. И лучше, чтобы стоматолог подобрал ее под вас. Чистка зубов занимает как минимум 2 минуты. Мысленно разделите свою челюсть на 4 зоны и каждый уделяйте по минимум 30 секунд, производя выметающие движения и держа щетку под легким углом. Утром я обычно ограничиваюсь щеткой, скребком для языка и ополаскивателем. А вот перед сном к щетке и скребку подключается монопучковая, которую я чищу рядом с деснами и между зубами. Но зубы чистить нужно не только утром и вечером. В Японии вовсе является нормой чистить зубы после каждого приема пищи. И почему бы не перенять эту черту? Или хотя бы обзаведитесь очищающими пенками для полоскания, что можно брать с собой. Или жвачкой без сахара. И о неприятном запахе или застрявшей еде можно забыть. После чистки зубов я перехожу к массажу лица. И тут уже можно поговорить про фейсбилдинг и все нашумевшее в соцсетях. Уже довольно трудно встретить человека, что никогда не слышал про массаж гуаша, про мьюинг, ведь так манит красивая картинка в социальных сетях. И это не паханое поле для монетизации, не углубляющихся в проблему людей. В продаже можно встретить и твердые жвачки, тренажеры для скул, сделанные из того, что ранее считалось отходами, чтобы и дальше распространять идею о красивом лице. И да, накачанные скулы, впалые щеки и всякое такое, правда, выглядит красиво и мужественно, но никто не говорит о том, что на это играют несколько вещей. Первое – наследственность. У всех нас разная генетика и строение скелета, у кого-то щеки и лицо само по себе пухлое. Второе – процент жира. Если хочется худое лицо, то нужно и быть худым с минимальным процентом жира, а для этого нужно правильно питаться и следить за КБЖУ, регулярно заниматься спортом и делать много кардио. А очень много людей, создающие красивый образ в социальных сетях, так и вовсе добиваются этого не слишком натуральным путем, вводя зрителей в заблуждение. Третье – возраст. Не забывайте, что организм формируется до 25 лет, включая ваш скелет. А за время пубертата можно превратиться в совершенно иного человека, ведь вы растете. Четвертое – дыхание. Ведь именно постоянное дыхание через нос помогает лицу формироваться так, как надо. А если челюсть и прикус уже сформировались не так, то следует обратиться к ортодонту или даже хирургу. Пятое – гормоны. Если ты мужчина и хочешь выглядеть мускулинным, то проверяй уровень тестостерона и повышай его кардио и в спортзале с тяжелыми весами. Низкий тестостерон у мужчины – это плохо и не должно становиться нормой. Это нужно исправлять. И не забывай проверять щитовидную железу как минимум раз в год и регулярно сдавать анализы, чтобы избежать гормональных сбоев. Шестое – осанка и здоровье спины. Ведь можно сколько угодно делать мьюинг, смотреть тиктоки про скулы, но результата ты не получишь, если будешь целыми днями сидеть сгорбившись, шеей крючком и малоподвижным образом жизни. Ведь циркуляция крови будет затруднена, и ты будешь постоянно отекший. А любые спандры и тренажеры для скул – это очень опасный маркетинг. Оно может дать визуальные изменения спустя несколько месяцев, ведь ваши жевательные мышцы будут в постоянной нагрузке. Что вообще-то плохо и неправильно. А еще такие штуки ускоряют стирание эмали и износ зубов, портят прикус и вредят нашим и без того нежным суставам, которые, не дай бог, повредятся от таких излишних нагрузок. Кстати, большее улучшение внешности лица я рассказываю в своем гайде в закрытом клубе, о нем я расскажу чуть позже. Вместо этого я предпочитаю легкую гимнастику и массаж лица. К утру я подготавливаю кубики льда из фильтрованной воды, можно также добавлять зеленый чай, и прокатываю их по лицу и шее пару минут. Это и отечность снимает, и просто приятно. Дальше скребок и роллер гуаша. Правда, и лед, и массаж стоит исключить в периоды обильного акне. Скребком я прохожусь по контуру лица и отдельно по скулам роллером. Для массажа
я использую увлажняющий крем, либо гель алоэ вера, чтобы скользило и не травмировало кожу. Хватает надолго, кожу увлажняет, так еще и поры не забивает и не вызывает высыпаний, как это может происходить от масла. А далее и сама гимнастика. Можно любое приложение скачать и выполнять их каждое утро. Результат будет не сразу, но он есть, и это хотя бы безопасно. А если хочется скулы, то жуйте жвачку без сахара на задних зубах, худейте и не забывайте про твердую пищу в ежедневном рационе. И не стоит забывать про настолько известный Мьюин. Проще говоря, это техника, при которой вы дышите носом и держите язык прижатым к небу, когда у вас закрыт рот, на постоянной основе. Но, что главное, язык должен быть полностью прижат к небу, как при глотании, и кончик языка не должен касаться передних зубов, иначе вы себе этим только навредите. Это и есть правильное положение языка. А дышать носом нужно всегда, в том числе во время сна. Сначала будет затруднительно, потом войдет в привычку. Если есть с этим трудности, на ночь можете заклеивать рот медицинским пластырем, чтобы приучить организм дышать носом. Или можете заклеить и нос, будете спать как убитый. Шутка. Также не стоит забывать про регулярный спорт, ежедневное кардио, достаточное потребление чистой воды и снижение потребления соли и вредной еды в целом. И мало кто это озвучивает, но если у вас есть проблемы с прикусом, то вам помогут только брекеты или эйлайнеры, и говорить вам об этом должен не тиктокер или блогер, а ортодонт. В моем случае мне пришлось носить брекеты 6 лет, чтобы сделать себе здоровый прикус, а все ранее озвученное, кардио, мьюинг, массаж, гимнастика, помогают это эффективно дополнить и закрепить именно в долгосрочной перспективе. Некоторые думают, что одним действием можно изменить все и быть красивым навсегда. Но, как я сказал в начале этого видео, забота о своей красоте – это огромная система из действий. Исключишь одно, и результата уже может и не быть. Дальше идет уходовая косметика, и у всех в идеале она должна состоять из нескольких этапов. Гидрофильное масло, хорошая умывалка, тоник, сыворотка и увлажняющий крем. Все необходимо подбирать под свой тип кожи или выбирать те средства, что подходят всем. Сначала я очищаю и вытираю лицо после воды обязательно бумажным одноразовым полотенцем. Вытирать заднюю точку и лицо одним куском ткани не так уж и гигиенично, кто не в курсе. Протираю лицо лосьоном, наношу сыворотку и наношу крем. Утром это увлажняющий SPF, независимо от того, сейчас лето или зима. Защита от солнца должна быть всегда. А вечером наношу крем от воспаления и постакне. И через какое-то время обычный увлажняющий крем. Это все не обязательно, но умывание и увлажнение с защитой от солнца должна быть у каждого. Синяки под глазами это врожденное, но тут спасает только сон, а с утра патчи с кофеином, тот же SPF и крема с витамином С на веки. Если вы лечите кожу от воспаления или постакне, это долгая и неравная борьба, то наблюдайте за периодами, когда высыпаний становится больше, и корректируйте свое питание и лечение. Возможно, у вас есть пищевые аллергии или ваша кожа негативно реагирует на определенные продукты, например, на молочные, либо у вас есть инфекция. А в качестве лечения можно присмотреться к аптечным препаратам, либо прибегнуть и к медикаментозному лечению. Но стоит помнить, что любую подобную косметику вам должен подбирать специалист. И важно не забывать увлажнять кожу, особенно в зимний период. Ведь нередко причина высыпаний – это именно сухость кожи и нарушение ее защитного барьера, а крема от прыщей ее очень сильно сушат. И лишь после всего этого я иду в душ. Тут уже поговорим про заботу о теле и волосах. Уже 3 года я каждый день принимаю холодный душ и считаю это своей лучшей приобретенной привычкой. Да и в целом, я уже давно привык к холоду. Правда, голову я мою в слегка прохладной, ближе к теплой воде, чтобы не навредить волосам. Контрастный душ получается. И именно его стоит пробовать всем, особенно если вы привыкли жариться в кипятке по 30 минут, что вообще-то вредно. В ледяной душ сразу лезть не стоит никому, эту привычку нужно возводить медленно и лучше начать с физической подготовки. Ведь если вы не гуляете, не занимаетесь спортом, но считаете, что неожиданное закаливание укрепит организм, вы очень наивны. Моюсь я каждое утро, но делаю я это недолго. Наличие возможности мыться несколько раз в день – огромная привилегия в нашем мире, но и та не сильно полезная. Ведь если мы постоянно используем агрессивные моющие средства, подолгу находимся под потоком воды, каждый день моем голову шампунем, мы лишь вредим нашим естественным процессам. Наш организм сам выделяет все то, что нам нужно, а мы излишне удаляем естественное кожное сало, из-за чего кожа и волосы сухие. Если у вас есть проблемы с сухостью кожи, волос или зудом, позаботьтесь о
приобретении фильтра для душа. Можно еще и для обычной раковины, чтобы лицо умывать, и вы удивитесь, какой грязной водой вы мылись. Я использую силиконовую мочалку, отдаю предпочтение гелям для душа с натуральным составом, а не средством 5 в 1. Шампунь я использую профессиональный, но не чаще 2 раз в неделю. В остальные дни я ограничиваюсь водой с хорошим напором или кондиционером для волос. Так волосы выглядят сильно лучше и естественнее. Ну и не забываю про регулярное бритье. Бороды мне пока не видать, а в волосах на теле мало чего хорошего и гигиеничного. Особенно в них мало чего хорошего в более отдаленных местах. Качественная бритва и хорошее увлажнение после бритья также приветствуются. Не забывайте также увлажняющий крем для тела, рук и бальзам для губ. От запаха пота я наношу антиперспирант, но тут уже неоднозначно. Дезодоранты запах маскируют, а антиперспиранты по сути блокируют выделение пота, что вредно. И состав большинства таких продуктов сложно назвать безвредным. Предпочтение стоит отдавать натуральным средствам, либо протирать подмышки хлоргексидином и регулярно ходить в баню. Пахнуть потом лично меня не очень привлекает. А вот хорошими духами, да. Походите по магазинам, выберите аромат под свои предпочтения и под свой кошелек. И даже весьма бюджетные ароматы могут пахнуть дорого и привлекательно. После всех процедур завтрак, и поговорим о питании. Если очень кратко, то в вашем ежедневном рационе должны быть полезные жиры, достаточно белка и углеводов. Нужно не переедать и питаться сбалансированно. И да, одинаково плохо как излишний вес, так и его недостаток. Так как я занимаюсь спортом и слежу за потребляемыми калориями, а набор мышечной массы у меня идет очень медленно, я питаюсь весьма однотипно. Крупы, салаты, овощи, фрукты, курица, яйца, орехи и спортивное питание в перекусы. Соль я в продукты практически не добавляю, а сахар в открытом виде не использую. Сахар — это источник любой нашей энергии. Но я говорю именно о таком пустом, как белый сахар, гору которого мы съедаем во вредных снеках и выпиваем вместе с соками, газировками и кофе каждый день. И, к сожалению, как бы не хотелось его исключить и приучить организм обходиться без него, он содержится практически во всех готовых продуктах. Ежедневная норма не больше 50 грамм, это около 10 чайных ложек, а многие из нас съедают и выпивают такое количество только лишь на завтрак. Именно поэтому я готовлю полностью сам, иногда что-то заказываю, и раз в пару недель могу позволить себе выпить баночку газировки или съесть немного фастфуда. А вместо сладкого ем фрукты и ягоды, что полезнее. А продукты для ежедневного употребления выбираю натуральные с чистым составом. Не ем мучное, не пью кофе и предпочитаю воду или чай без сахара. Мотивация отказа от сахара у меня появилась в 15 лет. Я очень много ел сладкого, и это было моим триггером для высыпания на коже, а пубертатный период без того был тяжелым. В один момент я перестал есть всякие батончики, конфеты и сначала встретил упадок сил, а спустя пару месяцев это стало для меня такой обыденностью, что с того дня я не съел ни одного батончика или конфеты, которые продаются на прилавках. И не потому, что я себя в этом ограничиваю, у меня пропало какое-либо желание. И честно, теперь мне кажется невероятным неуважением к своему организму есть что-то вроде сникерсов и всего, что можно встретить в магазинах на кассах. Вред сахара по большей степени преувеличен, просто его добавляют в огромных количествах для дешевизны и без того некачественных продуктов. Когда у вас проходит эта толерантность ко всему чрезмерно сладкому, вы начинаете ощущать, насколько это на самом деле низкокачественный продукт. А такого большинство на прилавках. Ведь это дешево производить. И уж лучше отдать предпочтение натуральным и качественным продуктам, не злоупотреблять сахаром и не добавлять его в тот же чай или кофе, ну или использовать безвредные сахарозаменители. И независимо от того, какая ваша цель, похудеть, набрать вес или его поддерживать, начните учитывать свое ежедневное КБЖУ. Лично я делаю это на постоянной основе, пользуясь приложениями для учета калорий. Сейчас я набираю массу, а потому стараюсь съедать более 3000 калорий ежедневно с преобладанием белка и с оптимальным количеством жиров. Если вы хотите похудеть, то вам нужно находиться в дефиците калорий и есть много белка. В общем, знайте, что вы едите. Учитывайте калории и просто правильно питайтесь. А снеки и любой фастфуд сделайте своим редким баловством. И теперь поговорим про добавки. Как обычные, так и спортивные. Лично я использую комплекс витаминов, витамин D и ноотропы для мозга. Важно подметить, не надейтесь только на витамины, это не панацея. Ваш рацион должен быть разнообразным и полезным, а качественные витамины лишь хорошее дополнение. Спортивные добавки — это креатин и очень важные аминокислоты, улучшающие мои спортивные показатели. А белок и калории я набираю из пищи. Более подробно о том, что я использую, какие добавки мне помогли
помогли и как гарантированно улучшить себя и свою жизнь, я рассказываю в своем клубе, в который вам точно стоит вступить. Что это за клуб? В нем вы получите доступ к чату по интересам, курсам и закрытому каналу по инвестициям. Вы получите доступ к регулярным денежным бонусам, раздачам подарочных акций, получите инвестиционные рекомендации. А также каждый месяц в клубе выходят полезные гайды и десятки обучающих материалов об улучшении своей жизни, вроде улучшения внешности, БАДов, рекомендаций книг и прочего. Также вам будет доступен мой закрытый телеграм-канал с моими мыслями и инсайдами. И это не все. Вы получите доступ к курсу «Перезагрузка», который помог сотням людей наладить свое ментальное здоровье, а также доступ к курсу по улучшению сна и к первой главе курса по финансовой грамотности. И если давно хотели улучшить сон, разобраться с финансами и в своей голове, самое время начать. И именно в этом клубе я делюсь своей жизнью и общаюсь напрямую с вами. И весь этот объем полезной информации, который дополняется мною каждый месяц, к инвестиционной рекомендации, все мои знания и опыт в сжатом и легком понимании формате по доступной подписке в 1000 рублей. Вы станете не только частью большого клуба по саморазвитию, но также получите толчок к своему развитию, крайне полезную информацию, а также сделайте свой вклад в дальнейшее развитие канала, а взамен улучшите свою жизнь и станьте частью дружного комьюнити. Ссылка на клуб в описании. Но даже если вы не занимаетесь спортом, то пропить курс креатина в небольшой дозировке или на ежедневную основу взять хороший протеин, ведь многие недополучают белка, а он очень важен, точно не будет лишним. Креатин очень полезен для мозга и содержится он в продуктах вроде рыбы и мяса, которые не каждый из нас ест часто. А по некоторым исследованиям испытуемые, которые принимали креатин, реже страдали депрессией и прочими расстройствами. И точно не стоит даже и думать о стероидах и прочих препаратах. Если начнете принимать их до 30 лет, вероятно, убьете свой организм. Пока вы молоды, правильно питайтесь, подключайте полезные добавки, но не думайте, что они панацея, и занимайтесь спортом. Результаты будут только через пару лет, но они будут, и будут качественными. И раз уж заговорили, спорт. Он должен быть неотъемлемой частью вашей жизни. Правда, если вы хотите прожить ее хорошо и без проблем. Утро следует начинать с разминки, акцентировать свое внимание на спину и ноги, ежедневно бегать или ходить минимум по 10 тысяч шагов в день. Это правило абсолютно для всех. И еще круче, если вы будете ходить несколько раз в неделю в спортзал. Купите абонемент в ближайший к вашему дому спортзал или занимайтесь дома. Никто вас не ограничивает и зачастую даже не нужен инвентарь. Свою первую форму я приобрел просто отжимаясь дома каждый день. Ограничивайте себя только вы. Современное поколение неподвижное от слова совсем. Но зато мы регулярно перегружаем мозг, неконтролируемо сидя в соцсетях и добивая организм вредными привычками. Из-за чего причиной многих проблем и депрессий является недостаток активности. А регулярный спорт является лучшим лекарством, что приводит голову в порядок. Проверено на себе. Спортом я занимаюсь каждый день. Это разминки, кардио и силовые нагрузки в спортзале 3 раза в неделю. Вообще у меня есть ежедневный минимум. За сутки я должен сделать 100 отжиманий и 100 пресса, что я делаю по утрам. Раньше я и 30 раз отжимался с трудом, так что начинайте постепенно и медленно повышайте свой максимум. Ухоженное спортивное тело – это красиво. Это многое говорит о его владельце. Такой человек как минимум обладает дисциплиной и силой воли. Также нельзя забывать про спину. Делайте упражнения, направленные на прокачку мышц спины и кора. Следите за осанкой, особенно в сидячем положении. И не забывайте про процедуры массажа, в том числе и шеи. Можете даже прикупить какие-нибудь ручные массажеры. А также делать МФР. От осанки зависит многое, как минимум ваше самочувствие и даже то, сколько вы проживете. Ведь если постоянно сидеть криво, то кислород и кровь может недостаточно поступать в мозг. Большинство из вас сидят неправильно. От некачественных кресел, плохих матрасов и подушек страдают все мышцы, из-за чего выпрямиться тяжело, а положение головы при использовании телефона усугубляет ситуацию. И это настолько распространено, что в наши дни реже встречается человек со здоровой осанкой, а не наоборот. А красивая и здоровая осанка подчеркивает эстетику вашего тела. У вас больше энергии и сил, а значит и больше уверенности в самом себе. Тем вы привлекательнее для других. Особенно красиво, когда это сочетается со стилем. Все ранее сказанное требует много времени, чтобы заметить изменения, но стиль — это то, на что повлиять можно хоть прямо сейчас. Многие недооценивают то, насколько сильно на вашу внешность влияет прическа, выбор оправы для очков, если вы их носите, и выбор вашей одежды. Любая одежда может выделять как ваши сильные стороны, так и их скрывать и подчеркивать слабые.
Я не стилист, но и не могу сказать, что одеваюсь плохо. У меня есть своя философия. Лично я выбираю минимализм и практичность во всем. Я не ношу дешевые вещи, но это не значит, что они брендовые. Наоборот, я всегда выбираю качество, и у меня личные счеты с синтетикой. Ношу я только хлопок, лен, бамбук, шерсть и прочие качественные материалы. У меня одинаковые носки, одинаковые трусы и всего несколько футболок, кофт и штанов, объединенные в определенные комплекты, которые я ношу при определенной погоде или на определенные мероприятия. Можно сказать, что одеваюсь я однообразно и стилистом меня не назвать, но меня все устраивает. В моей одежде мне всегда комфортно, и она мне служит годами, что полностью оправдывает ее стоимость. Я ношу однотонные вещи и предпочитаю вещи без принтов и логотипов, или вовсе классические, с этим никогда не прогадаешь. Также обратите внимание на свое нижнее белье. Оно не должно сковывать, сжать или натирать, и должно быть просторным, а спать будет в разы полезнее полностью обнаженным. Не забывайте про аксессуары. Обычно я ношу свои Apple Watch или классические часы. Пирсинг — дело вкуса, и он подходит не всем. Но лично для меня в свое время прокол уха стал не только протестом против откровенно глупых стереотипов, так еще и идеальным дополнением моего ежедневного образа. Честно, без него я теперь себе не представляю. Но пирсинг ни в коем случае нельзя делать во рту, на языке и прочих чувствительных местах. И самое значимое — прическа. В свое время я решил сходить к профессиональному барберу с просьбой подобрать прическу под форму моей головы, что советую сделать и вам, и не пожалеть денег на профессионала. Любую внешность можно прическу и угробить, а можно сильно улучшить. Одному парню пойдет короткая прическа, другому подойдут исключительно длинные волосы, за которыми нужно ухаживать. Но некоторые забивают и на это, и ходят с тем, что выросло. Лично я хожу к барберу каждый месяц, использую профессиональный фен для ежедневной сушки, тоник для волос после душа и пасту для укладки после использования фена. Ну и следует поговорить о дополнительных, не менее важных вещах. Регулярно стирайте свою одежду, ухаживайте за ней, продлевая ей срок службы. Минимум раз в неделю меняйте постельное белье и особенно наволочки. Регулярно убирайте свою квартиру, пылесосьте или делегируйте уборку кому-то или чему-то. Ведь грязь и пыль, которую вы дышите, очень сильно вредит вашему организму. Также не забывайте наводить порядок и на вашем рабочем месте, включая ваш компьютер и телефон, не захламляя ваше место лишним визуальным шумом. Регулярно ходите к врачу и позаботьтесь об изучении вашего организма, исследовании ваших возможных аллергий и прочего. Всегда выбирайте продукты и товары с умом, внимательно изучая, что лучше подходит для вас, делая акцент на практичном и полезном. Докупите для дома натуральные диффузоры с нейтральным запахом и увлажнитель в местах, где вы проводите больше всего времени. А если живете в мегаполисе, также докупите очиститель воздуха с ионизацией. Увлажнитель в спальне должен стоять обязательно, так вы улучшите и сон, и качество кожи. Если хотите спать еще лучше, а дома быть бодрее, прибегните к ароматерапии и приобретите качественные аромамасла, которые можно добавлять в воду во время уборки или увлажнитель. Так, например, масло лаванды в увлажнителе позволит улучшить сон и сделать его качественнее. А запах цитрусовых на рабочем месте даст больше энергии для деятельности. Регулярно гуляйте и выходите на свежий воздух каждый день. Много ходите и не допускайте дней, когда вы не выходите из дома вообще. Город весьма чуждая вещь для нашего организма. Нам нужна природа. И хорошо будет хотя бы иногда гулять в парках или выбираться за город. И, конечно, заботьтесь о своем ментальном здоровье. Прокачивайте свою уверенность и любовь к самому себе. Даже самый красивый человек может ничего из себя не представлять. Ведь настоящая красота, она внутри. Сколько в этом мире привлекательных внешне, но отвратительных душой людей. А уверенность, сила и доброта — это и правда красиво. Запомните, красота — это навык. Это ежедневные привычки, уход и отношение к самому себе. Это и есть полное уважение к себе. А все от этого обратное – это скрытая ненависть и харассмент по отношению к себе, к которому человек привыкает и считает это нормой, нанося вред своему организму, своему восприятию себя и мира вокруг. А чем ниже наша уверенность, тем сложнее раскрыть наши сильные стороны. А уход за собой не зависит ни от пола, ни от возраста. Это базовые вещи, которые важно знать вам и которые известны мне. Если вы хотите что-то дополнить, то сделайте это в комментариях. А еще больше полезной информации будет в моем клубе, ссылка в описании, а также в моем телеграм-канале. Также в описании ссылки на все товары из видео, если они вас заинтересовали. Подписывайтесь на канал, мои соцсети в описании, любите себя и всего хорошего.